Пожалуй, один из самых необычных городов Европы – это Брюссель. Я много раз бывал в Брюсселе. Поначалу мне этот город показался совершенно обычным, европейским, скучным. Но чем больше я сюда приезжал, тем он мне все больше и больше нравился, и он, скажем так, передо мной раскрывался. Сегодня я хочу рассказать о тех вещах, которые мне показались довольно интересными и непривычными. В Брюсселе я заметил одну странную вещь. Это то, что на старых домах в большинстве своем дверные ручки стоят посередине. И этому есть своя интересная история. Дверные ручки посередине – одна из тех странных мелочей Брюсселя и старой Европы, которые замечают почти все приезжие. Сегодня можно лишь гадать о первоначальном назначении такого необычного расположения ручек на входных дверях. Эта особенность идет еще с 19 века, когда двери в дом открывала прислуга. Чтобы слуга не тянул руку прямо перед носом хозяина и не закрывал ему проход, он мог деликатно, стоя сбоку, распахнуть двери перед ним. Центральная ручка также добавляла визуальный баланс, особенно на узких брюссельских домах, где дверь часто является ключевым элементом фасада. В старых кварталах Брюсселя эту традицию сохраняют как часть стиля. Пожалуй, первое, что бросится вам в глаза, попав на улицы Брюсселя, это радужные пешеходные переходы. Всего было раскрашено в цвета радуги 16 пешеходных переходов на улицах Брюсселя на общую сумму около 65 тысяч евро. То есть средняя стоимость такого перехода примерно 4060 евро. Эти переходы обновляются и перекрашиваются раз в год. Самый известный – это переход между парламентом Бельгии и Брюссельским парком. Он был раскрашен в цвета радуги в 2021 году. И было это инициативой парламента, сената и города Брюссель. Все эти пешеходные переходы служат символом поддержки сексуальных меньшинств и идеи, что в Брюсселе такие люди принимаются. В старой части города вы увидите дома, расположенные вплотную друг к другу, даже там, где, казалось, должен быть один большой сплошной дом. Все они совершенно разные и по номерам, и по внешнему виду. Историческая причина этого – плотная городская застройка. В XIX веке и раньше, как и в других европейских городах, земля в центре города была дорогой, поэтому дома строили притык друг к другу, часто на узких участках. Такие дома имели узкий фасад, но глубокий внутренний двор. Каждое строение строилось под собственного хозяина, с отдельным входом, отдельными комнатами и зачастую со сквозной планировкой. В результате улица выглядит как зубчатая галерея, где каждый дом имеет свой характер. А во многих старых домах вы можете встретить вот такие длинные высокие коридоры. Я никак не мог понять, для чего они и с какой целью были сделаны. Как оказалось, это не что иное, как проезд для парковки карет. В старое время кареты с лошадями проезжали и парковались внутри двора дома. Двор использовали для парковки, хранения дров и грузов. Сегодня во многих таких дворах вы увидите все, что только можно. Небольшие зоны для пикника, мини-сады, бассейны, террасы для отдыха. Они занимают каждый уголок пространства, порой прячась в потайных местах. Эти внутренние дворики – удивительный микс старины и современных решений, который непременно привлечет ваше внимание. Конечно же, все слышали о знаменитом писающем мальчике. Это не просто фонтан, а настоящий символ Брюсселя. У него более 1000 костюмов, от Санты до самурая. И ему регулярно устраивают переодевания с оркестром. Но не все знают о двух других писающих символах. У писающего мальчика есть подружка Джаники, а также собака, бронзовая скульптура пса, справляющего нужду на одной из улиц Брюсселя. Я встретил одну из самых необычных церквей.
Прямо в храме установлены качели, стол с карандашами, а у алтаря странный крест. На первый взгляд все кажется почти абсурдным. Барочный интерьер 17 века, мраморные алтари, статуи святых и рядом качели, на которых можно покачаться. Но у этого всего есть своя логика. Храм стремится быть открытым и дружелюбным к семьям, создавая уютное пространство, где родители могут спокойно молиться. Конечно же, многие слышали о бельгийских вафлях и фри-картофеле. А знали ли вы, что брюссельцы не едят вафли как туристы? Они выбирают не знаменитые бельгийские вафли, большие воздушные прямоугольные, с фруктом, шоколадом или взбитыми сливками, а выбирают более скромные, льежские, и едят их как есть. Они уже сладкие сами по себе за счет сахара в тесте. Ну и как же без фри-картошки, которая также является символом Бельгии. Настоящая бельгийская фри-картошка жарится дважды на температуре около 150 градусов, чтобы картофель прожарился изнутри, и уже при 180, чтобы появилась золотая хрустящая корочка. А между двумя обжарками картошку охлаждают. И готовят ее на говяжьем или бараньем жире, а не на растительном масле. Это главный секрет бельгийского вкуса. И напоследок о красоте весенней. Период, который брюссельцы называют Honeymoon of Spring. Начинается он в конце марта, начало апреля. Люди достают фотоаппараты, телефоны и идут гулять, устраивая сакура-прогулки. Пик цветения длится всего примерно 1-2 недели. Это время розового великолепия. Даже под дождем или пасмурным небом цветение выглядит волшебно. Розовые и белые цвета на фоне серых зданий и улиц создают сюрреалистическую атмосферу. Всем удачных путешествий и новых открытий!